Жизнь – это главное богатство, которым располагает человек. Сохранить условия жизни пригодными для следующих поколений – одно из главных условий осуществления любой производственной деятельности. Расположение месторождения Ломоносова, разработкой которого занимается Севералмаз, таково, что его освоение может служить образцом экологического подхода в горном деле. Месторождение ограничено жесткими природными рамками. Вокруг защитные леса, вырубку которых разрешает только правительство России. Через месторождение протекает река Золотица, которая имеет высшую рыбохозяйственную категорию, так как является семужно-нерестовой. По соседству расположен Саянский биологический заказник. Эти три фактора всегда требовали повышенного внимания к вопросам экологии. Как любое крупное горнодобывающее предприятие, Севералмаз оказывает воздействие на окружающую среду, но это воздействие минимизировано и жестко контролируется. Проект разработки месторождения прошел федеральную экологическую экспертизу Министерства природных ресурсов без замечаний, и регулярно проводимые исследования подтверждают эту положительную оценку. Проектные решения по разработке месторождения способствуют сохранению природной среды. Горные работы в карьерах ведутся без использования буровзрывных работ. Конструкция водопонижающих скважин такова, что вода из них откачивается чистая и удовлетворяет всем нормативным требованиям. Река Золотица с территории карьерного поля была отведена руслоотводным каналом, а за границами карьеров снова возвращена в свое русло. Процесс обогащения алмазосодержащей руды основан только на физико-механических методах, никакой химии. Обогатительная фабрика использует в технологическом цикле оборотное водоснабжение. Источником воды является бессточное хвостохранилище. При этом все, на что воздействует разработка месторождения, находится под пристальным контролем. На пробных площадях вокруг месторождения контролируется температура и влажность почв, отслеживается состояние лесов, ежемесячно выполняются отборы проб воды для контроля взвешенных веществ и других показателей. Изучаются численность, пути миграции, места обитания птиц и животных. Регулярно контролируется состояние атмосферного воздуха в зоне действия предприятия. Штат экологов Севералмаза организует комплекс работ по мониторингу состояния всех компонентов окружающей среды – почвы, воды, растительного и животного мира. А непосредственно мониторинг выполняется специализированными государственными организациями, которые хорошо знают специфику региона. И все эти организации подтверждают, что ухудшение состояния природной среды в районе месторождения не отмечено. Проектом также предусмотрена рекультивация территории горно-обогатительного комбината после отработки. Территория отвалов пустых пород будет засажена лесом. Уже сейчас вдоль руслоотводного канала высажено 9000 саженцев сосны на площади 3 гектара. Затраты Севералмаза на природно-охранную деятельность в 2016 году составили 13 миллионов рублей. В 2017 произошло увеличение финансирования до 14 миллионов рублей. По прошествии более 10 лет разработки можно говорить, что предприятию удалось сохранить природное равновесие вокруг месторождения. Первозданные леса стоят до берега Белого моря. Сохранены исходные места обитания животных. Рыба заходит на нерест в реки. Птицы прилетают гнездиться. Перед Севералмазом открыты большие возможности, которые порождают за собой большую ответственность перед людьми и природой региона. Добывать драгоценное, сохраняя прекрасное – одна из первоочередных задач Севералмаза.